Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем спицами вот такой простой, но очень-очень плотный узор спицами. На мой взгляд, это идеальный узор для вязания шапок. Таким узором можно связать какой-то базовый джемпер, либо какой-то плотный жилет. Но тогда я бы взяла инструмент немного больше номером, чтобы он не был слишком плотный. Узор не слишком хорошо тянется. Вот я достаточно сильно тяну, и он, видите, как плохо тянется. Но это и хорошо для того, чтобы связать шапку. То есть она у вас не растянется, будет всегда в одном размере. Ну, возможно, изнаночную сторону можно использовать как самостоятельный узор, если она вам нравится. Вот так вот, если посмотреть поближе. Раппорт узора составляет 2 петли в ширину, 4 ряда в высоту и плюс 2 кромочные петли. Так вязался мой образец. Но я бы добавила еще одну петлю для симметрии, так как две стороны при поворотном вязании они получатся разные. Вот в этом образце я не добавила петлю для симметрии, то есть в узоре как бы это не предполагается. Но в нашем образце я добавлю одну петлю для симметрии, смотреться будет намного лучше. Итак, набираем на основной узор, получается четное количество петель, например 10, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. Итого 13 петель наберу, чтобы наш ролик не был слишком длинным. Итак, набираю обычным способом 13 петель. И начинаем вязать с первого ряда. Первую кромочную петлю в первом ряду всегда провязываю лицевой, край затянули, зафиксировали. Итак, первый ряд вяжем все петли лицевыми. Первый ряд лицевыми петлями до конца ряда. И кромочная, либо изнаночная, либо лицевую, как привыкли. Второй ряд. Кромочную снимаем, все петли изнаночные, то есть 2 ряда лицевой глади мы вяжем. Все петли изнаночные до конца ряда. И кромочная, изнаночная. Кромочную мы снимаем, далее идет петля, мы ее переснимаем на правую спицу за правую стенку, вот таким образом. Нить рабочая за работой, то есть за петлей, вот так вот, за петлей. Следующая петля лицевая за правую стенку. Следующую петлю мы переснимаем на правую спицу, нить за работой, лицевая. Петлю переснимаем, рабочая нить за работой, лицевая. Петлю пересняли, лицевая. И в конце ряда, вот она у нас петля для симметрии, нить переснимаем, нить за работой и кромочная, изнаночная. Готово. Четвертый ряд. Кромочную мы снимаем, и по узору мы видим, у нас сейчас идет вот эта переснятая петля, и вот эта перемычка, это наша рабочая нить была за работой. Сейчас мы эту петлю опять переснимаем на правую спицу, вот таким образом, за вот эту вот половинку петли, вот так вот переснимаем, нить рабочая перед работой. И вяжем следующую из изнаночной лицевую петлю. Готово. Переснимаем следующую петлю на правую спицу, нить перед работой. Из изнаночной петли лицевая. Пересняли петлю, нить перед работой, лицевая. Петлю пересняли, нить перед работой, лицевая. И в конце нашего вязания петлю переснять и кромочная, изнаночная. Вот он наш рубчик с изнаночной стороны получается. Вот так выглядит сам узор. Пока он мало такой понятный. И снова вяжем лицевой ряд.
Вот смотрите, как мы сейчас вяжем. У нас вот эта переснятая петля, она смотрит правой стенкой на нас. Мы ее вяжем за правую стенку, то есть чтобы она развернулась. Далее за правую стенку вяжем изнаночную, то есть все петли лицевой за правую стенку. Все петли лицевой, кромочной, изнаночной. Все, вот сейчас мы видим наш уже узор. Далее ряд изнаночные петли, но здесь все просто. За правую стенку петли. Изнаночные петли, кромочная тоже изнаночная. И снова вывязываем наш узор. Кромочную снимаем, первую петлю переснимаем нить за работой. Вот таким образом за правую стенку я цепляю петлю, пересняли, лицевая, пересняли, лицевая, пересняли, лицевая. Переснимаем нить за работой. Простой очень узор. Пересняли и кромочный, изнаночный. И последний ряд нашего раппорта. Кромочную мы снимаем. Та петля, которая у нас была переснята, мы ее также переснимаем, но только нить перед работой. Пересняли и лицевая. Пересняли, лицевая. Пересняли за правую стенку. Вот она. Вот таким образом у меня лежит петля за правую стенку. И последняя петля, переснимаем нить перед работой и кромочная, изнаночная. Изнаночная наша сторона, это лицевая сторона. Заканчиваем узор мы одним лицевым рядом, потому что вот видите, когда мы заканчиваем, то есть как бы по раппорту, он у нас получается, этот узор как бы не закончен. То есть эта петля, видите, она достаточно слабенькая, то есть не виден узор. То есть это у нас уже вязание сейчас вне раппорта. То есть, к примеру, заканчиваем. Ну, например, вяжем свитер. То есть вот так вот заканчиваем ряд не этим рядом по раппорту. Все, когда мы провязали один лицевой ряд, узор у нас, что называется, встал на место. Так вот получается. Это два узора из разной пряжи. Если этот узор вам понравился, урок был понятным, не забывайте поставить лайк этому видео. Если не подписались на мой канал, не забудьте подписаться. И до встречи в новых видео. Пока!